Здравствуйте, друзья! За окошком лето дарит нам много тепла и света, яркие краски, запахи и вкусы. Мы сегодня нарисуем ягоду. А какую? Непростую. Давайте посмотрим, где она живет, как она растет. Вы, наверное, узнали, что это ягода клубника. Ученые-ботаники называют ее земляника садовая, а земляника бывает еще лесная, декоративная и много других видов земляники. Давайте рассмотрим ее повнимательнее. Какой у нее цвет, какой размер, форма. Вот они, ягоды клубники, большие и маленькие, округлые и вытянутые, сочные, спелые, яркие. Ягоды зреют постепенно, наливаясь вкусным, полезным соком. Порисуем? Готовьте бумагу, акварельные краски, кисти, палитру, воду и салфетки. Я тоже все приготовлю. Акварель – краска, которая очень любит воду. Даже в ее названии спрятано слово «аква», что в переводе с латинского обозначает «вода». Открываем альбом и разбудим краску. Капнем капельки воды в кюветы с акварелью, наберем краску на кисточку и перенесем ее на палитру. Добавим еще воды, чтобы краска не была очень концентрированной. Набираю алую, рубиновую, розовую акварель, а еще зеленую, светлую и темную. Пожалуй, возьму еще бордовую. Посмотрите, получилась палитра с разноцветными акварельными озерами. Клубника, сейчас мы тебя нарисуем. Рисовать будем по-мокрому. Сначала нарисуем на бумаге ягоду клубники водой, а потом осторожно вливаем цвет. Краски перетекают, путешествуют, разговаривают, образуют живописные переходы. Можно предварительно нарисовать ягоды карандашом, только очень тоненькими незаметными линиями. Я хочу подчеркнуть прозрачность акварельной живописи, поэтому рисую без предварительного рисунка. Сейчас мы учимся чувствовать связь акварели и воды. Учимся чувствовать краску, раскрываем ее секреты. Рисование по мокрому или по сырому помогает хорошо показать легкость, нежность, полупрозрачность акварели. Посмотрите, акварель оживает, краски смешиваются произвольно, свободно. Пока лист влажный, акварель танцует, образуются новые оттенки. Я советую вам соединять не более 3 оттенков, чтобы был красивый цвет. Можно рисовать акварелью и другими способами. Например, по сухому. В этом случае краска наносится на сухой лист бумаги. Эта техника дает возможность получить изображение с четкими контурами. Когда рисуешь акварелью, важно часто менять воду. Желательно, чтобы во время работы на столе стояли 2 емкости с водой. Кисти нужно промывать очень тщательно. Нарисуем еще маленькую ягоду. Кисточкой подправляем контур клубничек. Можно убрать лишнюю влагу. Беличья кисточка прекрасно справляется с этой задачей. Вводим новые оттенки. Добавляю бордовый цвет. Пока клубнички не высохли, бумага влажная, можно корректировать цвет, насыщенность, оттенки.
Ай да ягода! Ох и красавица! Клубнику выращивают на всех континентах, кроме Антарктиды. Ее называют королевой ягод. Может быть, поэтому каждая клубничка носит на макушке корону из зеленых чашелистиков. Сейчас мы их нарисуем. Кончиком кисточки светло-зеленым и темно-зеленым цветом рисуем листики острые, хвостики и чашелистики. Сейчас вы заметите, что иногда красная и зеленая краска встречаются, соприкасаются, взаимодействуют, перетекают одна в другую. И я этого не боюсь, наблюдаю. Ведь мы рисуем акварелью по мокрому или по сырому. Если вы не хотите, чтобы краски перетекали, вам нужно подождать, чтобы красные ягоды высохли, и нарисовать зеленую корону по сухому листу. Рисуем хвостики, рисуем кончиком кисти, учимся управлять кисточкой. Рисуйте легко и свободно. Не напрягайте кисть руки, не бойтесь ошибок. Мы учимся рисовать, учимся наблюдать, замечать красоту окружающего нас мира. Учимся смотреть на мир глазами художника. И сейчас мы узнаем, что клубника – одно из немногих растений, у которых семена расположены не внутри, а снаружи плода. На каждой ягодке находится примерно 200 семян, маленьких зернышек. Вот сейчас мы их нарисуем кончиком кисточки желтой лимонной акварелью. Посмотрите, там, где еще бумага не высохла, где краска влажная, акварель растекается, потому что мы рисуем акварелью по сырому. А где уже высохла бумага, кисточка оставляет четкие, жесткие точечки. Добавляем еще белые семечки. Вот она, наша клубника-земляника садовая. Добавим немножко летнего настроения, солнечных брызг, летних красок, и наш рисунок готов. Можно его подписать и подарить родным, близким, знакомым. Думаю, им будет очень приятно. Обязательно попробуйте, порисуйте. Друзья, по традиции приглашаем вас в гости в нашу творческую студию «Живые краски». Маленькие художники лепили, рисовали гуашью клубнику-землянику, внимательно ее рассмотрели, изучили и даже попробовали. Посмотрите, что у нас получилось. Вот такая у нас сегодня получилась вкусная встреча. Благодарим лето за тепло и щедрость, за вкусные плоды. Успейте, спешите их попробовать и обязательно порисуйте вместе с нами. Друзья, не забудьте подписаться на наш канал. Жмите на колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии, свои предложения, присылайте рисунки.
Мы обязательно с ребятами их рассматриваем, обсуждаем и радуемся, когда вы рисуете вместе с нами. Делитесь этим видео со своими друзьями. Творите. Мы желаем вам теплого, счастливого, веселого лета. До новых встреч, друзья. До свидания.